Всем привет, мои дорогие девочки и мальчики! Спасибо, что вы со мной и смотрите это видео. И в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о любимых ароматах королевских особ. Иногда о таких любимых ароматах рассказывают нам сами королевские особы, иногда их парфюмеры, а иногда окружающие их люди. И начнем мы сегодня с яркой, очень неординарной, красивой, притягательной Меган Маркл. Или, как она сама себя называет, Меган Сассекс. Кто не знает, до своего замужества Меган была актрисой в американских сериалах. И, насколько я понимаю, какой-то большой суперуспешной карьеры у нее не было. Но нужно сказать, что она суперуспешно вышла замуж. И мне кажется, что Меган действительно отлично выглядит, очень такая яркая, неординарная женщина, и я вполне понимаю, чем она могла привлечь к себе принца Гарри. Одним из парфюмерных фаворитов Меган, по ее признанию, является аромат от Джо Малон Wild Bluebell. Это мускусно-пудровый, легкий такой акватический аромат, аромат свежей травы, зелени, аромат утренней росы, чего-то очень свежего, легкого, такого невесомого. Сам аромат тихий, нежный, воздушный. Ну и, конечно, это аромат цветов колокольчика. И здесь очень такое отличное сочетание свежести, росы, зеленой травы и цветочной сладости. Аромат нам дает ощущение и настроение такой легкости, юности, беззаботности. В его верхних нотах роса, зеленые листья, колокольчик и гвоздика. В средних нотах здесь хурма и персик, и в базе мускус и пудра. Ну и, конечно, как многие состоятельные люди, как многие королевские особы, Меган имеет доступ к индивидуальным ароматам, которые создаются специально для нее на заказ. И так, например, в день ее свадьбы с принцем Гарри королева Елизавета сделала ей подарок, а именно это эксклюзивный аромат для Меган, который создали для нее королевские парфюмеры Флорис. Сами парфюмеры и очевидцы говорят, что за основу здесь был взят парфюм Флорис, а именно это Бергамота де Позитано, но Меган попросила сделать аромат более таким легким и интимным. Ну и в принципе все желающие, все, кто хочет узнать, чем же благоухала Меган в день своей свадьбы, могут купить данный парфюм и познакомиться с ним. Аромат очень такой легкий, ненавязчивый, спокойный. Здесь такие легкие цитрусы с чуть-чуть древесными нотами, имбирем и очень тонкой, нежной ванилью. Аромат интимный, легкий, невесомый. В его верхних нотах бергамот, мандарин и морские ноты. В средних нотах ваниль, зеленый чай, цветок апельсина и имбирь. В базе же ваниль, амбретто, специи, древесина и амбра. И также в одном из своих интервью прекрасная Меган упоминала, что ей очень нравится аромат Арипекот. И здесь я уже понимаю, что Меган отдает предпочтение таким легким, ненавязчивым, очень свежим, нежным ароматам. Данный аромат не исключение. Здесь тоже звучание нежности, легкости, прозрачности. Великолепный цветочный аромат с небольшой терпкостью. Сам аромат, мне кажется, он о свежести. Это аромат, как будто бы вы только что приняли душ. Это аромат уходовой косметики и чего-то такого нежного, спокойного. В верхних своих нотах он стартует лимоном, бергамотом, черной смородиной и апельсином. В его средних нотах это уже цветы, а именно тубероза, жасмин, цикламен. Ну и в базе амбра, сандал и ветивер. Лично для меня одной из самых утонченных, самых статных и красивых королевских особ является знаменитейшая Грейс Келли. Здесь можно провести также параллель с Меган Маркл, ведь прекрасная Грейс вначале также была актрисой в Голливуде, но нужно сказать, что она была очень успешна, у нее даже есть премия «Оскар». И Грейс, на мой вкус, обладала очень такой утонченной, интеллигентной, холодной красотой. Итак, во время проведения Каннского фестиваля прекрасная Грейс познакомилась с князем Монако Ренье, который был просто покорен и сражен наповал прекрасной Грейс. И через некоторое время Грейс оставила кинокарьеру и стала княгиней Монако. Мне кажется, Грейс стала не просто княгиней, но она стала одним из главных символов Монако.
прекрасная, утонченная, очень красивая, статная Грейс. И многие-многие годы прекрасная Грейс пользовалась только одним парфюмом от марки Creed. Этот парфюм был создан специально к дню ее свадьбы, а именно это аромат Флориссимо. Он был выпущен еще в 1956 году, и до сих пор он есть в продаже. Сам аромат действительно очень красивый. Возможно, в наше время он звучит чуточку ретро, но это его совсем не портит. Я бы сказала, что это такая красивая, очень элегантная старая школа в парфюмерии. На старте это такой большой букет белых цветов, потом уже сюда вступает фиалка и ирис. Красивый, тонкий, звонкий, как будто бы хрустальный. При этом аромат очень сдержанный, он не кричащий, он скорее элегантный. В его верхних нотах бергамот, лист фиалки и мандарин, в средних нотах тубероза, роза, жасмин, иланг-иланг и нероли, и в базе корень ириса, сандал и кедр. Ну и в завершении сегодняшнего выпуска я хочу вам рассказать о духах самой французской королевы Марии Антуанетты. Это очень интересная история, и когда я о ней узнала, я решила поделиться ею с вами, так как эти духи вы можете купить и сейчас. Один из старейших парфюмерных домов в мире – это французский дом Любен. Он был создан еще в 1798 году в Париже парфюмером Франсуа Любеном, по фамилии которого парфюмерный дом и получил свое название. И в 2011 году Любен выпускает свой аромат «Черный нефрит». Точнее сказать, бренд перевыпускает данный парфюм. Ведь впервые он был создан еще в XVIII веке для прекрасной Марии Антуанетты. И даже по одной из легенд, Мария Антуанетта была в этом парфюме в день своей смерти, но мне кажется, это больше такая красивая сказка, легенда, которая только как бы подчеркивает значимость этого дома, значимость данного парфюма для королевы. Но исторический факт, что действительно Мария Антуанетта пользовалась этими духами, действительно ее парфюмером, ее придворным парфюмером был Жан-Луи Фаргион. Уже после казни Марии Антуанетты он передал рецепт данного парфюма своему ученику. Это и был Пьер Любен, который вскоре основал свой парфюмерный дом. Таким образом, Пьер Любен знал секрет духов Марии Антуанетты, и данный рецепт сохранился у бренда до наших дней. В 2011 году бренд перевыпустил данный парфюм. И почему же он назвал его «Черный нефрит»? А все потому, что сама Мария Антуанетта хранила свой парфюм в флакончиках из черного нефрита. И сейчас все желающие могут купить себе тот самый парфюм, которым пользовалась Мария Антуанетта. Тут понятно, конечно, я думаю, что некоторые ингредиенты заменили синтетическими составляющими, возможно, не та концентрация масел, но, в принципе, понять, чем пользовалась Мария Антуанетта, послушать этот аромат мы можем без проблем и сейчас. Мне кажется, это очень интересно и очень необычно. Что мне нравится в этом парфюме, так это то, что он звучит, переливается, он играет нотами, он на протяжении своего звучания, он как будто бы всегда разный. Это действительно парфюмерный шедевр, это действительно игра парфюмерных нот. Аромат стартует кардамоном, бергамотом и гальбанумом в его средних нотах. Роза, корица, ладан и жасмин, и в базе пачули, ваниль, бобы тонка, амбра и сандал. Но на этом у меня все. Спасибо, что вы были со мной и смотрели это видео. Спасибо за ваши лайки, ваши комментарии, а также за вашу подписку. И я напоминаю, что на моем канале продолжается розыгрыш духов от Lattaff и Massage. Принять участие могут абсолютно все страны и города. Для этого вам нужно быть подписанными на мой канал, поставить лайк этому видео, а также оставить любой комментарий. И менее чем через месяц генератором случайных чисел я выберу счастливчика-победителя, кому я отправлю данный парфюм. Ну а я желаю вам хорошего дня и приятного вечера. И не забывайте, что вы прекрасны и вы уникальны. Всем пока-пока!